Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий момент. Да, я знаю, вам нравится, когда наша отечественная техника сражается с дорогими и очень быстрыми иномарками. Для этих целей мы пригласили дядю Вову на Москвиче. Да, вам не послышалось, это Москвич АЗЛК 2141, который был сделан когда-то в Советском Союзе. Subtle flex when I run a race. Tell these rap buddies eat my dust. Lil baddie after cellular. Talking life and I would set it up. I'm a sharpshooter, yeah, Will Smith. Call me Prince Park, let me freshen up. Bay boy on a level up. Way up near the nebulas. I'm never copping a chain. Очень многие считают, что АЗЛК – это автомобиль, заранее лишенный качества. Но я вас уверяю, это не так. Иномаркам придется сегодня не сладко. Вот он, тот самый москвич дяди Вовы, о котором я вам и говорил. Вы только зацените, какое у него состояние. Такое ощущение, что как будто автомобиль только выехал с завода. У дяди Вовы сделан легкий стайлинг. Он поставил юбки, расширители арок, доделал пороги, вы видите. Также по передку расширены арки, доделана нижняя губа. И зацените, какой стильный бампер. Также в автомобиле доработанная тормозная система. Видите, 4-поршневые тормоза. Тачка в отличном состоянии. Такое ощущение, что она как будто только выехала с завода. Торпедозавод, руль другой. Также Рекаро с лянчи. Видите, да, ребята? Алькантара вместе с материалом, с нижней подушкой. Машина все еще на механической коробке передач. Ну, москвич, скажем так, он и в Африке москвич. Давайте посмотрим, каких соперников для дяди Вовы и его москвича мы подготовили. Ну что, друзья, какие шансы объехать на москвиче такие дорогие и очень быстрые иномарки? А давайте проверим. Поехали на старт. Друзья, Audi S3 против москвича. А что за S3? Подскажите пару слов. Завод, все завод. Сколько сил? Заводская, 310 вроде, книга пишет. Ага. Едет крепко? Посмотрите. Ты за кого? За москвич или за S3? За S3. Раз, два, три! Давай, давай, топи! Смотри, он уходит просто! Ну что, братва, москвич таки сделал эту S3, Audi S3, свежую тачку, разорвал просто в хлам. Он его надул, я ебу, бля, что самолет. С ума дед сошел, нахуй. Пизда, нахуй. Там, слушай, блядь, от самолета турбину, блядь. Да, друзья, вам не показалось, москвич объехал S3. Как зарубил с москвичом? Огонь, я же говорю, у деда турбина от самолета стоит там, бля. Я не знаю, что он там сделал, но какой-то... Он за чашечкой чая по-тихому туда турбину засунул, бля, как в моей полмашины. Ты что, проиграл разок, да? Но я уехал, по-моему, половину, 200 Ага. метров я уехал, на 200 он меня обогнал, и, блядь, я уже не стал, вот, ну, уже все, уезжать. Ну, москвич Куда? тачка спортивная. Да, его догоняет. Ну, конечно, у моего бати такая была, конечно. Ребята, москвич сейчас будет рубить с X5M с двигателем 5.0D на 500 сил. X5M, 450 сил, мотор N57X,
Это модернизированная рядная шестерка тут. Кость, ты как думаешь, хватит сил потянуть «Москвич»? Москвич заточен под драк, особенно у него 100-200 получше, чем у меня однозначно. Ну, Будет. попробуешь, Будет, сделаешь конечно, его? попробую. X5 или «Москвич»? Советский «Москвич». Ну я всегда за BMW. Как думаешь, X5 на 450 сил или «Москвич»? Советский «Москвич». Кто кого? Ну этот москвич мы знаем, я думаю, что X5. Дядя Вова, ну как заезд? Пусть немцы боятся по сей день. Я не сторонник, чтобы кто-то кого-то боялся. Я сторонник того, чтобы делали руками, выезжали и показывали результат. Москвич и BMW X5. Последний заключающий раунд ходом. Москвич или X5? Конечно, «Москвич». Какие шансы объехать у Москвича X5 свежий? Ну, ходом по-любому, я думаю, что в конце москвич выиграет. А вы что думаете? То же самое. Костя, скажи мне честно, не стыдно проиграть «Москвичу»? Не Ну, стыдно. советская ж техника. Не стыдно. Следующим соперником для москвича дяди Вовы будет Audi S4. Машине 3 литра турбо. Первый стейдж примерно 440 лошадиных сил. Реально ли на москвиче, вот реально на москвиче, объехать S4 свежую на 430 сил? Думаю, нет. Не объедет москвич? Думаю, нет. А ты что думаешь? Думаю, нет. Не потянет, да? Да, я не в москвиче, но очень хотелось бы прокатиться именно в москвиче. К сожалению, дядя Вова никого не катает. Я в свеженькой Audi S4, друзья, на первом стейдже. Вот так вот тут все просто ракетно. Металлик, коробочка четенькая, S. Все по последней черной моде, электроприборка. Давай. Ребята, москвич раздулся просто нереально. Жесть. Москвич продолжает уезжать. Просто жесть, ребята, просто жесть. Каким образом москвич объехал S4 на первом стейдже, я честно не знаю. Львов, давайте еще разок. Ага, поехали. Москвич явно сделан по ГОСТу СССР. Догоняет, ракетно догоняет. Жесть, догнал. Москвич реально догнал, но дистанция закончилась. Вы сами видели. Ну что, банда, третий раунд заключающий. Пока что, скажем так, 1-1. Audi S4 дорогущая за кучу бабла или советский «Москвич»? Дядя Вова на москвиче. Привет, как думаешь, «Москвич» или Audi S4? Москвич, наверное. Ты как думаешь, дорогая Audi S4 дорогущая или «Москвич»? Очень дорогой «Москвич». Я думаю, что москвич дороже, чем Audi. Причем намного. S4? Не, или «Москвич». Москвич, да? Короче, ты за советскую технику. Да. Красава.
есть! Смотрите, что он творит, москвич! Догоняет, 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 догоняет! Есть! Ребята, я не знаю, какими силами, с помощью какой матери, с помощью реально чего москвич выиграл у Audi S4. Буквально на пол шишки, просто на выходе, при 200 км в час. Ну что сказать, москвич это реально пушка, гонка, петарда. Фишка автомобиля дяди Вовы в том, что она на механической коробке передач. Вы видите, что он слегка теряет на переключении, но когда он выходит туда на максимальный буст, ближе к отсечке, машина просто, я не знаю, как будто в нее вселяются демоны, едет очень крепко. Поздравляю вас с победой. Объехать Audi S4. Послушайте, я вам так скажу, мы стоим полчаса в пробке, у меня нагревается пайп. Если ты обратил внимание, я полсекунды не еду никуда. Да, вообще. вы нажимаете. А потом я очень быстро догоняю. Да, вы. Очень быстро, если ты обратил внимание. Да, я видел. Честно, Да, что да. как-то ничего не происходит, потом каждый... Да, это такое, все горячее, пайп надо будет замотать, и все будет по-другому. Есть, в принципе, и методы устранения этой проблемы. Да, вот еще первый заезд не так нагрелся, там провал был там доли секунды. На первом заезде вообще хорошо было. Да, я уезжаю, ходом уезжаю, и с места, ну, как бы сначала уезжаю. Это не вопрос, в принципе. Ну что, друзья, как вам москвич? Вы удивлены? Я думаю, что да. Настало время истины. Давайте откроем капот в данном автомобиле и посмотрим, из чего он собран. Я думаю, что многие думают, что в данном автомобиле сердце от иномарки. Может быть, там мотор от BMW, а может быть, там 1 GZ, 2 GZ. Давайте посмотрим, что под капотом. Да, друзья, это действительно мотор от москвича. Вы думали, что это иномарочный мотор? Не тут-то было. Это москвич. Видите, стандартный блок москвича, крышка, доработанный впуск, турбина, холстед. Вот такой вот интеркулер у него. Вот сюда заходит воздух. Фильтр нулевого сопротивления прямо стоит на турбине. Также катушка зажигания стоит, другая Blue Off стоит, коллектор. Но, друзья, вы сами видите, это действительно москвич. Дядя Вова, можете сказать пару слов нашим подписчикам, из чего собран ваш мотор? Ну, что с чего собрано? В общем-то, это москвичевский двигатель, блок москвичевский, головка, поддон, все москвичевское. Что коснулось изменения, это значит объем увеличен, если интересны такие параметры. Конечно, я интересно. могу сказать, да. Значит, поршень тут 92, гильза делалась тоже на заказ, типа Дартон. Вот. Чугун заказывался в Конотопе, делалась тут, термообработка, механическая обработка здесь сделалась. Какой объем получился на выходе? 2,670 вот такой объем. Какая степень сжатия вышла? Она не вышла, степень мы делали, сейчас степень не изменили, понизили степень сжатия. После этого мы не настраивались еще, вот, настроимся чуть позже, потому что надо углы посмотреть и так далее. Вот так и езжу пока. Скажите, пожалуйста, какая турбина стоит? Турбина Холсет, 351 Холсет. Вот. Ну, турбина довольно большая для 4-цилиндрового мотора, 8-клапанного. Ну, вместе с тем, спул нормальный, там в районе 3000, там 3 с копейками уже килограмм надува есть, так что тут я не страдаю. Скажите, пожалуйста, что получилось по трансмиссии у вас? По трансмиссии могу сказать, коробка Audi, вот, ряды S6, то есть не 2.5 турбодизель, вот, более сближенные, потому что там очень длинная коробка. Главная пара 388, полный привод, ну, наверное, вы сказали. Ну, по мотору еще можно сказать водяной интеркулер, если вы снимали. Да, мы видели интеркулер в переднем левом крыле стоит. Да, ядро там внизу, фронтальный водяной радиатор. Скажите, пожалуйста, на какие силы вы ехали эти заезды? Я не могу сказать, на какие силы, это надо на стенд поехать. На каком давлении турбины? Сейчас 1.35. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к такой мысли построить вот такой боевой полноприводный москвич? Ну, она само как бы рождает это дело. Дело в том, когда наращивается мощность, на переднем приводе далеко не уедешь. То есть получается бокс, включает третью передачу и так далее. Скажите, сколько времени ушло на постройку? Но это время никто не считал, это образ жизни. Вот так вот, друзья, москвич может побеждать, ехать крепко, когда он находится в правильных наших отечественных руках. С вами был Павел, Дмитрий, гость канала Дядя Вова. Всем пока!